Слава Украине! Привет всем от Полонского. Ребята, апдейты по бавовне. Хочу вам дать апдейты по работе, которую наши совершили вот совсем недавно, но как бы не было полной информации о том, что произошло. Итак, первая бавовна, которая случилась, это было 7 мая текущего года, то есть несколько дней назад, в Красноармейске Московского Улуса, она же Московская область. Туда долетели наши дроны. Мы помним прекрасно, как наши дроны летали вокруг Москвы. Все аэродромы московские были закрыты, там паника была и все это, и все в таком духе. Но наши дроны там летали не просто для того, чтобы кошмарить российские самолеты. Нет, нет, для другого. Они кошмарили военные предприятия, которые производят продукцию для российско-фашистских вооруженных сил. И вот в частности это предприятие «Базальт», Красноармейск Московской области, которое занято выпуском крайне опасной продукции. Прежде всего это авиабомбы. Авиабомбы, которые потом швыряются по нам. Это фугасные, бетонобойные, объемной детонации и зажигательные авиабомбы. Это крайне опасное оружие, вот именно там их и производят. Кроме этого, на этом заводе производят гранатометы различных типов. Это РПГ-7, РПГ-29, РПГ-30, РПГ-32, ну их много. И ручные гранаты к этому всему. То есть полный набор убийцы. Да? Вот. Также там же производят мины для различных типов российских минометов. Понятно, что переоценить это производство невозможно, и оно подлежало немедленному уничтожению, что и было, собственно говоря, сделано. Там у них есть так называемый центральный цех, это самый крупный цех на заводе, где как раз производится комплектация всех вышеназванных товаров, если их можно так выразить, изделий, да, это изделия такие. Да, всех вышеназванных изделий. И вот спутниковые снимки, которые сейчас опубликованы, четко показывают, что этот цех получил вражение. Да? То есть видно хорошо, что пробита сверху крыша и внутри произошел взрыв. Что там еще внутри произошло, нам сейчас трудно сказать. По всей видимости, там не было что-то, что содержало взрывчатку. Но это и не нужно. Нужно было уничтожить оборудование, нужно было уничтожить подготовленные к отправке уже болванки этих всех вещей. Вот это, собственно говоря, было сделано. На фотоснимке прекрасно видно дырка в самом центре крыши, как его там пробило. Ну, а дальше ушло внутрь. И там уже гухнуло. Фото-видеоматериалы внизу в описании к данному ролику есть ссылочка. Можете посмотреть. Это первый завод. Ну, он находится в Московской области, далековато от границы, и действительно там ПВО много, соответственно, уничтожить его было проблематично. А вот второй завод, это завод «Стрела», завод по выпуску электротехнического и коммутаторного оборудования различного типа, вдоль и впоперек так, я это не выговорю, который используется, используемого, вот так вот правильно сказать, да, используемого российскими вооруженными силами, вот, электротехническое оборудование всегда нужно. Но это предприятие непонятно как работало, значит, оно в силу того, что оно находится в Брянской Народной Республике, но расстояние до границы с Украиной километров 10, вряд ли больше. То есть, надо сказать честно, что наши его несколько раз отрабатывали и хаммерсами, и просто градами, то есть попадали туда. На этот раз туда попали то ли хаймерсы, то ли обычная артиллерия, она туда, понятное дело, достанет. Вот, отработали очень хорошо, и вот эту электротехническую продукцию оно больше выпускать уже не будет. Уничтожены основные производственные здания, склады уничтожены и административные здания. То есть, по сути дела, от предприятия остался фундамент. Вот, собственно говоря, и все. То есть, оно никакого электротехнического оборудования больше производить не будет. Вот, так что вот такие вот, ребятки, дела. Это тоже было буквально там 10 дней назад этот удар был. Просто мы не можем, сразу не имеем возможности вам рассказать, что произошло, поскольку нету данных. Теперь уже есть. Вот, так что вот эти два завода отработали, и надеемся, что сейчас уже никакого нет перемирия, хотя его и не было, никакого перемирия. Можно лупить, как говорится, куда мы хотим. Надеемся, что за этими двумя заводами последуют и остальные российские военные предприятия.